Та-ра-та-та-там. Знаете, что у нас сегодня на обзоре? Вот такой вот Оскал Танк 1. Огромный, тяжелый, больше 600 грамм. Вот такой вот кирпич. Защищенный смартфон, но вот позиционируется как какой-то бюджетный смартфон защищенный с хорошими грейдами защиты. То есть здесь и IP69, IP68, MIL STD 810H и даже UH94 есть, это от огня или UG, не помню уже. Сейчас посмотрим, кстати, когда будем смотреть. Вроде все неплохо, 20 тысяч миллиампер, даже становится хоть как-то, не становится, не держится хоть как-то. Мы сейчас даже бренд Ugreen скрепкой закроем, вот так. А ну покажи вот так вот, смотри, как красиво сделали. Такой, оба, такой стенд, но 700 нит яркость, экранчик, все ярко, но есть много но по этому смартфону, который мы рассмотрим сегодня в нашем обзоре. У меня нет к нему претензий по его крепости, по его защите, и вы сейчас видите вставки, мы его швыряли, мы его в песок закапывали, мы его под воду закидывали в реку, мы даже фотографировали под водой. И как бы тут вопросов нет, он все выдерживал, все хорошо. У него экран под пленкой, спереди Corning Gorilla Glass, сзади у нас вот такой вот экран, и вот эта пленка, которая здесь сзади, ее надо сразу снимать, ну она обцарапается буквально за полдня использования. Полдня и уже она вся в царапинах. При том, что в смартфоне заявлена ночная камера, которая абсолютно бесполезна для, вот, допустим, для военных целей, потому что это опасно. Но при этом она может помочь там где-то чупакабру в 20 метрах увидеть, где-то в лесу, не больше. Вы уже поняли, да? И громкий динамик на 100 дБ, такой классный вроде бы, но он монодинамик, и при этом он не такой басистый, как хотелось бы. И все сводится к тому, что это просто тупо пауэрбанк на колесах. Знаете, как я это называю? Нет, это пауэрбанк с функциями телефона. И вот этот вот экранчик — это абсолютно бесполезная вещь в виде просто смарт-часов, которые сюда встроили. Я вам серьезно говорю, сегодня я это все покажу. При том, что этот смартфон оснащен быстрой зарядкой на 55 Вт. И вот как бы все классно, да, Танк 1, все хорошо. А зарядка где? То есть, кем себя возомнила компания Blackview, когда выпускала этот Оскал Танк 1? Наверное, айфонами или самсунгами, что они просто перестали класть зарядку. Вы думаете, я шучу? Там нет зарядки. Там нет зарядки. У китайского смартфона нет зарядки на 55 Вт, которую они обещали. При том, что он поддерживает даже вот такой вот, я вам даже не покажу, потому что его тоже нет в комплекте док-станции. Да, ее нет! По фотографиям там заявляются какие-то AI, вот это вот любители сейчас искусственного интеллекта, ИИ фото, ИИ переводы, ИИ рисования, ИИ всего. Установить просто кучу ИИ приложений, это не значит, что сам по себе смартфон поддерживает ИИ. При том, что здесь абсолютно не ИИшный процессор, здесь Dimensity 7050, да, с поддержкой 5G, да, смартфон поддерживает 5G, вопросов нет. И хорошие коммуникативные способности в виде поддержки всех абсолютно практически геопозиционных спутников, типов спутников, да, и вот этих вот систем. И это тоже очень классно. А где HDR в декодировании, когда вы воспроизводите, например, на YouTube ролики HDR? Экранчик-то неплохой, батарея неплохая, киношку хочется посмотреть или YouTube ролик на какой-то HDR. Нет, только SDR, потому что нет лицензии HDR, или экранчик из HDR не сделали, а его забыли убрать из системы. И надо было в SDR тогда все делать. Что вы делаете? 120-герцовый, кстати, экран, достаточно яркий, не сделать поддержку HDR. Я, честно говоря, вообще не понял компанию Blackview с выпуском этого смартфона, потому что этот смартфон хорошо подойдет для рабочих профессий, для дальнобойщиков, для военных в плане только связи, да, из-за того, что он может как пауэрбанк работать, да, для чего? Для активного отдыха, для туризма, но он сильно тяжелый, чтобы его с собой таскать, 640 грамм, пауэрбанк на 20 тысяч миллиампер, сколько здесь батареи, он столько не весит. И поэтому тут уже возникает какой-то момент, твою налево, он сегодня убьется сам, я не говорю, если я его не доконаю, он сам убьется. Или убьет тебя. Ну нет, спасибо, ну просто это кирпич. Ребят, сейчас перейдем с вами распакуем, у меня неоднозначное ощущение от этого смартфона. Протестируем, а потом перейдем с вами на выводы. Танк 1, Оскал,
с NFC 512, 48 имеется в виду, тут 16 плюс 32. Ну, посмотрим, коробочка вроде неплохо, IP68 заявляют, и посмотрим класс А нападение, ремонтопригодность класс Б. Что, распечатаем? Пленка мешает. А? Пленка мешает. Да? Да. Ну, значит, сейчас ее нафиг сдерем к чертовой матери. Эту пленку. Опа. Давайте, пленка, отлепись. Блин, она электролизуется. Твою налево. Все, улетел. Короче, смотрите, 16 плюс 32, зачем это не понимаю, 6,78 дюймов экран, 6,78, 1080 на 2480, 20 тысяч миллиампер, это две батареи по 10, фронталочка 50, задняя 64 плюс 20 мегапикселей. И, конечно же, процессор MT8791V. Вот так вот 8-ядерный, максимально 2,4 гигагерца. Ну, вскрываем. Ну, во-первых, он 5G поддерживает. Секундочку. Так. Посмотрим. Блин, я думал, что он будет весь темный. Была такая надежда, я вам скажу. Ремешок. Для чего? Для кого? Вот это вот. Представляешь, он весит как не знаю что, а ты его вешаешь на вот такую пластиковую фигню, да? Вот реально. Ты думаешь, она вылезет? Некоторое время, Но да. для того, чтобы проверить его. Так, смотри, есть кабель. А зарядки что, нету? Зарядки нету. А ты не вытащил ничего? Нет, у него в комплекте нет зарядки. Ну, красота. Они что, себя айфонами подумали, а? Они возомнили или что? Вообще жесть. Ну, я как бы вообще не понял этого дела. Смотрите. Ну, тут то же самое, NFC, конечно, выглядит он как большой пауэрбанк. Пауэрбанк на максималках. Сзади есть экранчик. Смотрите, камера 1, камера 2. Вспышка, внизу коннекторы. Есть у нас разъем для TF и SIM-карт. Либо одна карта, либо две карточки SIM, либо одна карта плюс TF-карта в комплекте. Есть вот такой вот фонарь, LED-фонарь, достаточно мощный. Инфракрасный датчик, инфракрасное управление пультами. Кнопка PTT, либо программируемая просто. Есть кнопка разблокировки с датчиком отпечатка пальцев и качелька громкости. Здесь у нас есть, видите, заглушка под Type-C. Все. Все, что есть. Сам по себе, конечно, полная резина. Ну, весит, я тебе скажу, как не знаю. Немало. Да, немало. Ну, экран мы потом уже посмотрим. Под экраном пленка. Под экраном пленка. Он под пленкой. То есть, кроме того, что он ударный, у него он под пленкой. Хорошо. Все, ребят, иду настраивать. Потом будем уже включать, посмотрим на этот экранчик. Интересно, оранжевый цвет. Они это декларируют как Color Orange. А в чем тут orange? Вот это вот Да. тупо вот так. Поемка. Ладно, посмотрим. Мы на AliExpress. Экспресс, да, вот именно на таком вот. Мировая премьера Blackview Skull Tank 1, защищенный смартфон 5G, Mediatek Dimensity 7050, 20 тысяч мА, короче, написали дофига. Но вот у меня 16-гиговая версия, а пока что в продаже 12. Но ссылка в описании под видео, можете перейти посмотреть. Есть оранжевый, есть черный. Разница там невелика, только в боковинках и в канте, в этом, в оранжевом. Да? Ну давайте посмотрим характеристики, что заявляются конкретно они. 7050, 6-нанометровый процессор, 2,4 ГГц, на DocOS, базированный на Android 15, экранчик 2,4К, Full HD+, IPS, 1080 на 2460, Corning Gorilla Glass 5, 120 герцовый и 700 нит. Ничего себе, ну это как бы они заявляют, мы уже дальше посмотрим. Задний экран 240 на 296, 2.01 дюйма. И получается, ну, камера у нас задняя 64 плюс 20 мегапикселей ночное видение, передняя 50 мегапикселей ISOCELL GN1. Ребят, ну по камерам, подождите. 20 тысяч миллиампер, 55 ватт, беспроводная зарядка. Где зарядка? Где зарядка? Мы с вами посмотрели распаковку. Где зарядка? Ладно. Короче, все. IP68 и IP69 и MIL STD810H. Поддержка GPS, GLONASS, Baidu, Galileo, QZSS, L1, L5. Короче, все типы навигации. Режим в рукавичках. И, в принципе, тут у нас до Wi-Fi 6. Вот я смотрю, они поддерживают.
По бандам сами пойдете посмотрите. Теперь дальше. Смотрим, что у нас тут интересного они расписали. Mediatek Dimensity, Mil STD. Ну вот они, видите, они делают упор под индустриальную твердость, крепкость смартфона, да, там, то есть у нас от дождя, в принципе, песок и пыль, вибрации, шок, акселерация, ускорение, высокая температура, низкая температура. Слушайте, высота и погружение, ну, в принципе, оно должно... слушайте, 100 децибельный спикер, 170 люмен фонарик, подводная камера и, знаете, вот это вот вулкан, жерло вулкана, это, конечно, они сильно. Ну, насчет его свойств мы отдельно сейчас с вами посмотрим. Так, 678, 2,4К, тюф сертификации есть для глаз, но вот задняя вот это вот экранчик для меня это большой вопрос. Батареи хватит для игр, как они заявляют, 20 часов, для видео 23 часа, что-то мало для видео, кстати. Для веб-интерфейс, ну, для веб-браузинга 38, для звонков 84, музыка 58, фонарик 45 и в стендбай 1080 часов. Мало для вот такого дела. Дело в том, что да, для игр 20 часов нормально, но для видео, извините меня, мой OnePlus на 5500, по-моему, или 6000 мАh батарея, он спокойно 21 час в тестах фигарит видео, не знаю. Что-то тут они есть фокус, и пошли не там AI. Ну, у меня нет, вот, где вот этот вот док-станцию тут взять? У меня нет этой док-станции. В комплекте черт знает что. При том, что можно заряжать реверсивной зарядкой 5 Вт, 5 вольт 1 ампер. И все. А что они еще так? Что они тут еще заявляют? Ну, из каких компонентов? Давайте. Смотрите, что они сделали. Corning Gorilla Glass. Стальная решетка спикеров. Потом алюминиевая рамка. Чего? Бампер Conor. Это углы резиновые, да. Знаете, что такое Aviation Grade алюминий? Это авиалий, так называемый материал, авиационный алюминий. Хотя авиационный алюминий, он что, сильно крепкий? Нет. Ну такое. Дренажная система, композитная задняя крышка. Короче, всего тут нам показывали. IP69K, подводная камера, опять же. Слушайте, ну здесь больше. Слушайте, вот в чем вопрос. UL94 HB Flame ретардант, сертификация. Я вам рассказываю, это сертификация, которая позволяет ему выжить, это базовая сертификация в пламени, то есть ненадолго. То есть он может попасть, и он останется целый, данные останутся целые, он может там чуть-чуть оплавиться, но ничего с ним особо не будет. Есть перчатки, у нас есть, смотрите, рабочие инструменты и программируемая кнопка. Ну хоть на камере здесь не делают никакого упора, как обычно Blackview любит, потому что это все-таки суббренд Blackview. Теперь 100 децибельный спикер Sonoros. Послушаем. Не знаю, экранчик обещают красивый, 16,7 миллионов цветов, это 8-битный экран, ничего интересного на самом-то деле. Они прямо это так представили, если был бы 1 миллиард, то это был бы 10 бит, да, ну, короче, такое. 700 нит, 240 герц, это touch sampling rate. Ну, поиграть можно, как играть на кирпиче, непонятно. Фух, это то же самое, что взять телевизор и пытаться играть как на планшете. Насчет камеры, вот они заявляют, ночная камера может быть. Давайте камеру будем тестировать отдельно, потому что очень много всего заявлено. 4К 30 FPS максимум снимает. Ну и сам по себе процессор, чтобы вы понимали, это 601 тысяча баллов в AnTuTu максимально, что можно получить. И все. Про тип памяти не пишут. Wi-Fi 6. Кстати, Wi-Fi здесь действительно классный, я уже успел потестировать. Ребят, в общем, все остальное почитайте сами. Очень много маркетинга написано, маркетинговых заявлений. А мы сейчас с вами переходим и будем уже его тестировать. Так, ну что, мы и потестировали, и походили, и пофотографировали. Что могу сразу сказать, ребят? Датчик отпечатков пальцев достаточно быстрый, хотя не всегда точно срабатывает. Ну, смотрите, то есть я, вот видите, прикасаюсь на второй раз. Вот сейчас не сработал, смотрите. Вот, сейчас сработал. То есть я вот вам должен всю правду рассказать. Вот видите, опять
через раз. Ну, есть как есть, недоработочка, хотя, может быть, с обновлением исправят, либо перезаписать еще раз на второй палец, тот же самый палец, такое часто помогает. Сам по себе интерфейс мега плавный, говорю сразу, там, ну, как бы они заявляют про наличие 120 Гц, но смотрите, какой прикол, ой, смотрите, какой он яркий. Действительно, 700 нит яркость надо уменьшать, потому что, ну, очень-очень сильно. Но я не нахожу здесь вообще управление. А, вот плавный экран, все, стандарт, высокий, давайте 120 Гц поставим. Есть, нашел, слава богу, господи. Смарт 120, все, 120 Гц есть, подтверждаем. Сейчас мы пойдем в AIDA 64 и посмотрим. Система Ascal Tank MT 8791, 16 на 512, именно эта версия. Центральный процессор рекламный. Давай, реклама. Проходим. Центральный процессор у нас MediaTek Dimensity 7050, 6 ядер Cortex A55 по 2 ГГц, 2 ядра A78 по 2,4. 6 нанометров, 64 бит. Ладно, здесь все нормально. За отображение отвечает у нас Mali G68, ничего себе. А вот сеть у нас с коннектом 600 мегабит, скорость связи тоже сейчас будем проверять. Доступа к температуре нет, поэтому проверять тротлинг вообще абсолютно нет никакого смысла. А, да, мы же экранчик хотели посмотреть за отображение, 120 Гц есть, да, все нормально. Это у нас 480 DPI, в принципе, ну, можно думать, что все хорошо. Я вам скажу так, хотя Анту официально заявлены результаты 600 тысяч, проверить мы его не смогли, потому что телефон не проходит проверку Antutu на нечитерский. Вот так вот. Видите, начиная с 11 Antutu, перформанс-тест, результаты должны быть проверены онлайн через античитинг. Если девайс офлайн, ну короче, он не проходит античит-тест. Вот так вот. Можем проверить, ну, заявленных 600. То есть 600 я как бы по-другому, давайте, так, 10 касаний, тут вообще вопросов нет. И, кстати, насчет касаний, вот этот вот 240 Гц refresh rate опроса, да, он достаточно нормально, хотя чувствуется некоторый input lag, не знаю почему. Должен быть 240 Гц, но он явно чуть-чуть меньше. Ну, короче, это чисто субъективизм. Так, чтобы не доколебываться. Есть инфракрасный пульт, все прекрасно. У нас есть инфракрасный порт. Ну, вообще ничего интересного для нас. Давайте мы с вами попробуем фонарик вот этот вот. Потому что здесь у нас, кроме того, что он там защищен невероятно, у нас должны быть где-то инструменты. А ну, ищем. Ага, вот он, набор инструментов. Да. Теперь смотрим, фонарик, вот он, вот этот вот, прям в глаза, мега яркий, с сигналом SOS. Также у нас есть визуальные отвесы, в принципе, есть лупа обыкновенная, тот же самый зум камеры, но вот по камере у нас есть вообще большие вопросы. Я вам потом покажу на некоторых фотках. Настенный уровень есть, хорошо с этим, транспортир визуальный, шумомер, зеркало, замер высоты и компас. Теперь дальше. Что касаемо вот этого экрана. Пленка, которая на этом экране, она очень царапаема. Прям пипец как царапается. Что у нас здесь есть? По сути, это обыкновенные смарт-часы, которые сюда встроили. При этом не самые лучшие. Мы это уже видели в Blackview часах, вот фактически. Да, там у нас есть калории, там... А все, вот смотрите. Если ты касаешься вот этого экрана, то этот экран не работает. Вы поняли? Прикасаешься, все. Здесь вот он может зависать. Теперь мы должны положить, потому что все равно, видите, он очень-очень тяжело. Ошибка сети. Проверьте подключение снова. Как это ошибка сети? У нас есть сеть. Ну я очень недоволен вот этим экраном. Очень. То, что там можно управлять. Ну как это ошибка сети? Есть компас рабочий и есть включить камеру. Камера, да, прикольно реализована функция, можно себя фотографировать вот таким вот образом, или таким образом, да, можно фотографировать, типа должно быть лучше, но это все сейчас мы тоже будем разбираться. Дальше, по каким-то моментам, давайте пойдем в настройки, посмотрим, что у нас есть. Android Auto, все абсолютно стандартно, слушайте, ну как-то очень натянуто. DockOS, Dimensity, емкость 20 тысяч мА. Леночка, мне нужен кабель, я хочу обратную зарядку, хотя у меня здесь есть какой-то, не надо, я сейчас попробую. Обратную зарядку устройства очень хочу проверить. Давайте включаем.
все-таки он же должен позволять, как Powerbank заряжать. Да, есть, обратная зарядка работает. Это тоже как бы заявлено, мы подтверждаем, все нормально. Ну, возможность расширения памяти, конечно же, есть. Давайте, смотрите. Расширение памяти до 32 гигов. Смотрите, хочу вернуться, ну, здесь вот больше ничего интересного мы с вами не увидим как такового. Потому что у нас получается, сами настройки, они достаточно вот скудные. Они реально скудные. Что здесь можно управлять? Чем можно управлять? Да ничем особо. Короче, по батарее режим производительности. Тут есть еще режим производительности. Вы поняли, он сейчас в режиме непроизводительности. Уровень заряда батареи включили, емкость аккумулятора 100%. Текущая емкость находится, ну то есть это по сути показатели жизненности батареи. Теперь дальше, давайте попробуем Wi-Fi. Wi-Fi действительно неплох. Протестировать нормально 4G у меня сейчас не получится, потому что у нас в городе постоянно работают рэбы и постоянно Wi-Fi у нас плавает. Я вам скажу так, я ловил Wi-Fi здесь до 800-900. Почему сейчас он у меня дает 400, 450, 460? Давайте на отдачу. Все, вот 800, 900, да, мы что-то видим такое более-менее похоже. На загрузку 460, 916 на выгрузку. Ну давайте с вами 2,4 подключим, давайте. И попробуем 2,4 ГГц. Давайте. Стартуем 2,4. И здесь даже неплохо для 2,4, это хорошие показатели. Тут 140, 150. Давайте дождемся конца теста. И по сетевым возможностям, да, что-то работает. Так, теперь управление часами происходит через то же самое приложение здоровья, которое мы видели на обзоре Blackview часов. Спорт, быстрая ходьба, да, вот так вот, ничего интересного. Кроме того, что здесь камера включилась опять? Ну что, я же ее выключал. Как из этого выйти? Подождите. А как из этого выйти? Только заблокировали, да. Ага, вот, разблокировали. Ага, все, поехали. Управление плеером, калории. Опять погода, ошибка сети. Но вы видели только что сети. Вчера, кстати, работала. Очень чувствительно к DNS. И больше никакого функционала нет. Ну, вот такое. Есть уведомления, когда звонят. То есть сюда можно получить уведомление, поднять трубку. Но я не вижу практической ценности в таком экране. Теперь доходим до одного интересного момента. Это камера. Камера заявлена у нас достаточно хорошего, вот 64 мегапикселя даже можно фотографировать. Вроде бы так все красиво и хорошо. Ну давайте. Но как только мы начинаем приближать, мы видим размытие по краям. И по центру у нас четкость. Если вы скажете, что возможно это я фотографирую здесь и так получается, то нет, вот это вот у нас вопрос болезни Боткина, понимаете? Я не желтый, я вам сразу говорю, и цветопередача у камеры действительно страдает. С экспозицией есть небольшая проблемка, смотрите, то есть вот мы фотографировали там некоторые моменты, ну вот здесь неплохо. Когда хорошее освещение, смотрите, вот здесь вот, конечно, видно прям, да, с экспозицией есть чуть-чуть у нас кое-какой момент. Когда хорошее освещение, прямые объекты он фотографирует неплохо, но вот опять, видите, оп, и ушли мы куда-то. Потом здесь более-менее. Но следует обратить внимание, мы видим фокус, при одном фокусном расстоянии здесь листы у нас выпадают. Верните. Сейчас мы дойдем до главного. И хейтеры потом скажут, что я, может быть, засуживаю. Вот смотрите, ну здесь неплохо, я не скажу, что здесь плохо. Вот, вот это очень неудобное управление в камере. Очень прям неудобное. Смотрите. Цветочки. Лен, а на цветочках у нас, вот, у нас угловое искажение идет. И получается, да, вот оно, видите, искажение по углам идет. То есть она, я не знаю, сколько миллиметров здесь камера, трудно понять. Информация о фотографии есть. Сейчас посмотрим.
Так, апертура 1.8. 1.120. Слушайте, ну что это за камера вообще? Объясните мне. Не, я не скажу, что здесь хорошая камера ни при каком раскладе. Не то, как они ее позиционируют. Потому что сейчас мы дойдем до главного. Это подводно. Да, под водой фотографирует, что-то снимает. Это вот, кстати, мы снимали под водой. Вот, пожалуйста, вы видите, под водой отлично снимает. Это мы у нас в речке Днепре это делали. Все нормально, он здесь купался. Но как только ты фотографируешь при одинаковом фокусном расстоянии, видите, идет четко, потом размыто, потом четко. То есть что это такое? Ну вот есть как есть. Я тоже не буду про это молчать. Я не буду про это молчать и как бы буду говорить. Конец эпохи замалчивания некоторых моментов. Давайте дальше. Подводное все нормально, нормально. Ага, вот это я. Чтобы вы понимали, я вам показываю пример. Это тот же мой телефон. Здесь вот разные. Вот я фотографировал в тот же момент. Вот это я. Это сфотографировано в OnePlus, это сфотографировано на этот телефон. Теперь дальше. Вот это на основную камеру. Сейчас, вот это на OnePlus, вот это на основную камеру. Сейчас, конечно, шутнички напишут, что OnePlus фотографирует хуже. Может быть, здесь стоит сделать яркость побольше, да, попытаться что-то получить. Ну, мы видим, да. Мы видим вот такой вот результат. То есть вот эта вот камера этого телефона. То есть, да, это фронталка, это основная. И это, я вам скажу, не сильно не освещенное помещение. То есть, ну, блин, ребята, съемка 4К 30 FPS. Ну, давайте опять же посмотрим. Леночка, ты снимала видео? Да. Сейчас найдем. Подожди. Здание, светлое здание. Блин, вы видите, сильно далеко занос сделан, что нормально не с березой созданием. Сейчас найдем. Ага, вот видео. О, видео, можно сказать, единственное, снимает. Ну да, потому что, вот, например, вот вам тест на стабилизацию. Ну, вы же понимаете, что никакой стабилизации, ни оптической, ни цифровой вообще ничего нету. И пофигу, сколько там эта камера снимает. Ну, все остальное вы уже увидели, да, качество снимков, оно соответствующее. Ничего такого мега примечательного тут нет, к сожалению. По камере все. По стримингу давайте попробуем с вами посмотреть какие-то видео. Давайте. Сейчас зайдем. 4К геоплейсы. Наши любимые. Включаем. И сейчас я вам объясню, в чем проблема. Он пытается декодировать HDR, но экран, смотрите, тусклое изображение, но экран не поддерживает HDR. Они не захотели платить за сертификацию HDR10. Сейчас я вам покажу, как должно быть. Вот как должно проигрываться на этом моменте. Вот, смотрите. Давайте с самого начала. Вот. Смотрите. Ну, это я вам показываю, просто вот два телефона рядом. Вот я ничего, я при вас все делал. Посмотрите на эти фрезы. То есть вы чуть-чуть некоторые операции, посмотрите. То есть это что? Это красиво? Это взять, не отключить декодирование HDR, зато не взять лицензию на HDR. И фактически экран... Что это такое у нас случилось? И все. В моменте он включает HDR. Вот так вот оно должно выглядеть. Понимаете? Вот вам и все. Мне это не понравилось. Но давайте еще насчет игр чуть-чуть поиграем. Во что-то поиграем. Давайте Shadowguns Legends. PUBG запустим. И я готов проходить, резюмировать. Да, смартфон, он как в качестве рабочего, не более. Для развлечений, ну сильно большое сомнение. Кино посмотреть у вас получится. Допустим, там какие-то стрим-сервисы, что-то будет работать. Но вот тотально, вот его цена $260 там, за 12 на 256, я думаю, это была бы справедливая для 16 на 512. Так, а вот играть, я вам скажу, монозвук, сразу говорю, звук только отсюда, хотя очень-очень громкий. О, за звук прям вот пятерочка, звук прям, сейчас еще на выстрелах, на басистость проверим.
Так, ну громко. Громко. Вот в играх, кстати, и качество ничего так. Так, дает нам выбрать по качеству авто. Давайте поставим среднее, 60 FPS и применим. Надо потише сделать, очень-очень громко. Но моно. Если ты играешь, у тебя пальцы закрывают, ты вообще ничего не слышишь. А ну давайте. Ну, средние настройки 60 FPS, на больше не пойдет. Но они, в принципе, очень аккуратно и обходили тему игр в самих настройках. Да? Ну, не игровой процессор. 5G, да, там что-то еще, да. Ну, давай вот этой штукой дубанем по нему сейчас. Где он там бежит? Давай. До свидания. Есть контакт. Хорош. Так, слушайте, ну вроде ничего. Вот насчет игр я не скажу ничего плохого. Серьезно. Работает. Нормас. Нормально прям. Давайте что-то еще сейчас откроем. А ну, пошли сюда. Звук неудобно. Прям вот ты не можешь ориентироваться в пространстве. Я вам скажу, в PUBG в это играть будет вообще unreal. Давайте вот этой штукой накроем. Давайте. Это ж надо было так промахнуться. До свидания. Есть. Ребят, ну, Shadowguns Legends выхожу. Хорошо, у меня вопросов как бы особо нет. Давайте еще какой-нибудь... Ну, это не игровой смартфон. Это не игровой. Тяжело держать в руках. Вот реально, вот ты поди 600 с чем-то грамм. Это у тебя кисти бы устанут играть так. Не, это не для того смартфон. Смотрите, PUBG. Графику дает выставить баланс. А ну давайте настроим. Да, настроить. Так, ультрачастоту кадров. И графику... Максимум дает выставить. Сейчас я перезагружу его. Ну что, полетели? Полетели. Смотрите, сейчас посмотрим. Вроде не тормозит. Я поставил максимальную графику. Вот как бы вообще очень интересно это все. Так, а ну поехали. Так, звук. Давайте проверяем качество звука. Давайте что-нибудь возьмем. Не, вот это вот неудобно. Это не для игр телефон вообще. Я сразу говорил, это либо вот так вот его как-то держать, чтобы хоть что-то слышать. И это действительно очень неудобно для того, чтобы что-то слышать. Либо вообще не играть. Но достаточно плавно. Слушайте, вот 120-герцовый экран достаточно плавно. Я тут не скажу плохого. Именно графику он отрабатывает неплохо. Я мог бы там, допустим, как-то попричитать, там что-то говорить, плохое, неплохое. Нет, я буду говорить только правду. И по отработке графики это действительно неплохо. Нагрев вы здесь не почувствуете абсолютно. Dimensity не тот процессор, по крайней мере, 7 серии, для того, чтобы давать там какой-то сумасшедший нагрев. Хотя, если пару часов, он и будет греться, но вы этого точно через этот корпус не прочувствуете. А ну, ну-ка. То уже появился бы кто-то, мы бы постреляли куда-нибудь. А ну. Не, вообще без вопросов. Вообще без вопросов. Давайте, наверное, уже проходить, делать выводы какие-то. Поэтому все, ребят, переходим. В качестве выводов скажу, однозначно рекомендовать его я не буду. Выбирать вам. Если вам нужен просто пауэрбанк с функцией звонилки, то, пожалуйста, это хороший вариант. И даже фонарик здесь неплох, действительно. Камера ночного видения это не термальная камера, это вот обыкновенная инфракрасная ночничок такой, знаете. Сказать, что здесь там мега-суперовый экран, да, он яркий, хороший, что-то посмотреть можно, но HDR нет. Батарея класс. Обратная зарядка хорошо, быстрая зарядка есть, но нет самой быстрой зарядки в самом этом. И, в общем, слишком много компромиссов для пауэрбанка с функцией звонилки и бесполезными смарт-часами сзади. Это мое слово, а вы пишите свои комментарии. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.